Привет! Это краткий обзор последних событий в бессмертном поместье. Хань Ли сокрушает могущественного врага и собирает колоссальную добычу, но на горизонте уже маячит новая пугающая угроза. Во-первых, дебют золотого духовного домена. Хань Ли впервые применяет домен, управляющий законами времени, замедляя и уничтожая кошмарного дракона Чулин, невероятно сильного босса стадии Золотого Бессмертного. Но способность сжигает духовную энергию с бешеной скоростью, рискуя стать ахиллесовой пятой в затяжных боях. Во-вторых, эпическая добыча. Хань Ли получает таинственную высшую небесную тыкву. В-третьих, новый безжалостный хищник. Пока герои делят трофеи, в другой части поместья появляется загадочный мужчина, мгновенно стирающий в порошок троих напавших культиваторов. Он забирает их маски в коллекцию, которая уже насчитывает больше 1000 штук, используя обманчиво низкую ауру как приманку для жадных глупцов. Хань Ли обрел невиданную мощь, но в этом мире всегда найдется хищник покрупнее. А теперь слушаем дальше. Глава 476. Подводные течения. Немало собрал, не так ли? Усмехнулся про себя мужчина средних лет, затем положил 3 новые маски на деревянную палку и с довольным кивком убрал ее. После этого он перевернул руку, достав пустую золотую тарелку, которую бросил вперед. Тарелка пролетела несколько метров по воздуху, прежде чем увеличиться до размеров круглого стола, а на ее поверхности загорелись всевозможные сложные руны. Сразу же после этого из центра тарелки вырвалась огромная колонна золотого света, поднимаясь прямо в небеса. Вскоре начали сходиться пятнышки духовного света, и вокруг золотой тарелки появились 3 размытые фигуры. Их тела были окутаны струящимся золотым светом, что делало невозможным разглядеть их внешность. «В чем дело, Ганшу Цзю? Разве ты не отправился на поиски бессмертного поместья Адского Мороза? Почему ты внезапно связался с нами?» — спросила одна из золотых фигур. «Гань Цзючжэнь тоже сейчас находится в этом бессмертном поместье», — ответил Ганшу Цзю. Та же золотая фигура слегка шевельнулась, услышав это, и спросила: «Ты уверен, что это она?» Ее личность чрезвычайно таинственна во дворце реинкарнации, и даже имя Гань Цзючжэнь может быть не ее настоящим именем. Вдобавок ко всему, она часто меняет свою маску, так как ты можешь быть уверен, что это она. У меня нет конкретных доказательств, чтобы это подтвердить, но, судя по воспоминаниям нескольких членов гильдии странников, которых я только что убил, то, как любит действовать их лидер, Змей-3, очень похоже на стиль Гань Цзючжэнь, ответил Ганшу Цзю. В таком случае, пожалуйста, убедитесь, что вы захватили ее живьем, товарищ Даос Ганшу. Как вы, наверное, знаете, она хранит много секретов, которые стоит изучить, сказала одна из других золотых фигур с улыбкой в голосе. Ганшу Цзю кивнул в ответ и уже собирался завершить разговор, как вдруг вспомнил кое-что и сказал, а чуть не забыл. Я обнаружил кого-то, использующего технику духовного очищения в бессмертном поместье ранее, и, судя по всему, они уже довели ее как минимум до 3-го уровня. Подумать только, что все еще есть люди, готовые рисковать своими жизнями, чтобы совершенствовать запретную технику. Нет необходимости захватывать этого человека, просто казните его на месте, заявила 3-я золотая фигура холодным голосом. Ганшу Цзю кивнул в ответ, затем взмахнул рукавом, и золотая тарелка вернулась к своему первоначальному размеру, прежде чем улететь обратно в его рукав, после чего он улетел вдаль на своей летающей колеснице. Тем временем, высоко в небе, на огромном расстоянии, Хань Ли и Цзинь Тун летели по воздуху, когда первый внезапно остановился и повернулся в определенном направлении. «В чем дело?» — спросила Цзинь Тун. «Я только что почувствовал, как в том направлении в небо вырвался поток чрезвычайно грозной энергии, но, похоже, он уже исчез», — объяснил Хань Ли. «Грозные энергетические колебания. Давай пойдем и посмотрим», — предложила Цзинь Тун, и в ее глазах появился огонек волнения. Хань Ли, естественно, знал, каковы ее намерения, и покачал головой, отвечая: «Давай не будем напрашиваться на неприятности, у нас и так будет много могущественных врагов». «Как скучно», — фыркнула Цзинь Тун с разочарованной гримасой. Хань Ли бросил еще один взгляд в том направлении, слегка нахмурив брови, а затем продолжил лететь вдаль вместе с Цзинь Тун. В хорошо сохранившемся скоплении дворцовых построек 4 культиваторов, одетых в одежды Дворца Небесного Потока, использовали сокровища, чтобы коллективно атаковать ограничения вокруг дворца.
Как раз в тот момент, когда они были близки к успеху, на поверхности старинного зеркала, висевшего прямо над вратами дворца, внезапно вспыхнул духовный свет, и из него выстрелил луч белого света, поразив грудь одного из 4 культиваторов, который мгновенно издал мучительный вопль, когда в его груди образовалась дыра, отбросившая его на землю. Раздался оглушительный грохот, и формация, которую 4 культиватора создали совместными усилиями, мгновенно взорвалась. Светловолосый ученый, возглавлявший группу, тут же бросился к сраженному культиватору, затем перевернул руку, призвав золотую пилюлю, чтобы накормить его. Вскоре кости и плоть в груди мужчины начали восстанавливаться, но он все еще тяжело дышал. Все остальные с облегчением увидели это, но все еще были очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Прошло уже больше полумесяца с тех пор, как мы потеряли связь с хозяином дворца и остальными. Мы должны выбраться отсюда как можно скорее. Возможно, хозяин дворца уже нашел это место, сказал светлокожий ученый с мрачным выражением лица. 3 других культиватора поспешно дали утвердительные ответы и, немного отдохнув, снова начали работать над разрушением ограничения. На обугленном холме в бессмертном поместье Адского Мороза повсюду поднимались клубы белого дыма. В нескольких сотнях метров под землей здесь находился подземный дворец, внутри которого стояло большое черное каменное кресло. В данный момент в кресле сидел никто иной, как великий старейшина секты Падающей Зари Фэн Тяньду. Земля перед ним была усеяна гигантскими черными камнями, которые, казалось, были останками марионеток, ранее охранявших это место. Фэн Тяньду с мрачным выражением лица осматривал останки марионеток на земле, как вдруг снаружи дворца раздался звук шагов. Мгновение спустя в зал вошел Цитянься и, поклонившись Фэн Тяньду, сказал: «Все наши люди уже отправлены. Есть 2 команды, с которыми мы в настоящее время не можем связаться, в то время как остальные все еще ищут дворец высшего зенита, но безуспешно. Есть какие-нибудь новости о людях из Дворца Бессмертных и Дворца Небесного Потока?» — спросил Фэн Тяньду. «Есть кое-какие новости, но они были получены только вчера. Дворец Бессмертных и Дворец Небесного Потока использовали ту же стратегию, что и мы, отправив всех своих людей на поиски Дворца Высшего Зенита, но, похоже, им тоже не очень повезло», — ответил Цитянься. «До появления Небесного Котла должно еще оставаться какое-то время. Если мы сможем найти его местоположение до этого, то сможем заранее принять меры и перехватить инициативу», — сказал Фэн Тяньду. «Будьте уверены, старший боевой брат, я обязательно буду внимательно следить за всеми остальными», — сказал Цитянься, сложив кулак в приветственном жесте. На унылой и пустынной красной равнине стояли 2 высоких мужчин, одетых в одежды расы Темного Юга. Каждый из них держал в руках золотую трость, пока они неслись по воздуху, а прямо за ними следовали 3 совершенствующихся, одетых в одежды секты Призрачного Вопля, но на самом деле являвшихся культиваторами вездесущего павильона. Почему-то между 2 сторонами не возникло конфликта, и наоборот, казалось, что трио культиваторов вездесущего павильона просто следуют за парой существ Темного Юга. У обоих существ Темного Юга были деревянные выражения лиц, и они напоминали марионеток, летя вперед без какого-либо общения. Пролетев несколько минут, 5 заметили вдали какие-то руины, напоминающие город, и поспешно устремились к ним. В другой части бессмертного поместья Адского Мороза находилась цепь холмов, перемежающихся долинами различной глубины. Здесь были и густые леса, и полноводные реки, и огненные долины, наполненные миазмами. В этом районе присутствовали все виды ландшафтов. Среди этих ландшафтов была маленькая и совершенно непримечательная на вид долина, которая не была наполнена миазмами, не было в ней ни зелени, ни рек. Она была лишь немного короче долин по обе стороны от нее, и в настоящее время в долине собрались 3 человека, которые тихо о чем-то беседовали. У всех 3 были довольно мрачные лица, и их возглавлял никто иной, как лорд Да Ауян Куйшань из Да Пылающего Дракона. «Товарищ Даос Ауян, мы уже вызвали подозрения Дворца Бессмертных, проболтавшись о местоположении входа в бессмертное поместье Адского Мороза. Если мы предупредим Даоса Хуяня и других заранее на этот раз, нас наверняка обвинят в предательстве Дворца Бессмертных», — сказала одна из 2 других фигур. «Ну и что? Дворец Бессмертных столько всего нам обещал, но выполнили ли они хоть одно из своих обещаний? Сейчас мы посмешище всего Северного Ледникового региона Бессмертных, и Дворец Бессмертных постоянно ограничивает нас во всем, что мы делаем. Вместо того, чтобы продолжать жить таким трусливым и жалким существованием, мы могли бы, по крайней мере, уйти с поднятой головой», — сказал Ауян Куйшань, и в его глазах мелькнул оттенок печали. «Мы предали лорда Да Байли только для того, чтобы спасти Да Пылающего Дракона, но нам следовало знать, что не стоит ожидать, что Ся Цзиньхань сдержит свои обещания. Нам некого винить, кроме себя, в том, что мы стали посмешищем всего региона Бессмертных», — размышляла 3-я фигура с кривой улыбкой. «Этот опыт преподал мне ценный урок.
только обретя достаточную силу, можно избежать участи быть подконтрольным другим. Я думаю, что это шанс для нас. Все ведущие силы регионов бессмертных сейчас собраны здесь, поэтому нам нет нужды открыто противостоять Дворцу Бессмертных. Все, что нам нужно сделать, это замутить воду, чтобы другие могли ослабить силы Дворца Бессмертных. Чем больше будет ослаблен Дворец Бессмертных, тем меньше контроля он сможет над нами осуществлять, сказал Аоян Куйшань. Ты прав. В любом случае, все, что мы делаем, это даем наводку Хуяню и остальным, и Дворец Бессмертных не сможет найти никаких доказательств того, что это мы им помогли. Приняв решение, все трое вытащили восьмиугольную медную табличку формации, затем соединили их вместе, и рисунок пылающего дракона, выгравированный на их поверхности, мгновенно загорелся малиновым светом. В глубине долины находился мерцающий световой барьер, довольно размытый и нечеткий, что делало невозможным ясно увидеть, что находится за ним. Под покровом темных туч в небе возвышалась черная гора высотой более 3 километров. Неподалеку от вершины горы находился просторный утес, и одетый в белое Сяо Цзиньхань стоял на краю утеса, и его одежды развивались вокруг него. Он смотрел вдаль со сложным выражением лица, и его сопровождал заместитель дворцового мастера Сюэ Ин. Глава 477. Смятение. Согласно последним сведениям от Луюэ и других, культиваторы Дворца Небесного Потока пока не предпринимают никаких действий. До сих пор они блуждают в поисках истинного местоположения Дворца Высшего Зенита. Что касается секты Падающей Зари, то на данный момент мы не смогли собрать о них никакой информации, сообщила Сюэ Ин. Всякий раз, когда появляется могущественное сокровище, обязательно появляется знак. До открытия Небесного Котла осталось не так много времени, поэтому вскоре начнут появляться какие-то признаки. Сейчас все отчаянно ищут Дворец Высшего Зенита, чтобы добраться туда первыми, прежде чем появятся эти знаки, и скрыть их, чтобы другие не смогли найти дворец, сказал Сяо Цзиньхань. Луя и другие уже ищут так быстро, как только могут, поэтому я уверена, что они скоро смогут его найти, сказала Сюэ Ин. А как насчет Аоян Куйшаня и других? Спросил Сяо Цзиньхань, подняв бровь. Они прочесывают область, через которую мы проходили ранее, и Дворца Высшего Зенита там, скорее всего, нет, ответила Сюэ Ин. Если они будут послушны и не будут переступать черту в оставшуюся часть этого путешествия, то мы можем немного ослабить мой контроль над ними и дать им немного больше свободы, распорядился Сяо Цзиньхань. В подчинении других была своя тонкость, и постоянное использование железной руки не было лучшим способом. Будучи мистером Северного Ледникового Дворца Бессмертных, Сяо Цзиньхань, естественно, хорошо это понимал. «Вас поняла, мастер дворца», — поспешно ответила Сюэ Ин. Внезапно на лице Сяо Цзиньханя появилось несколько странное выражение, и он сказал: «Ты можешь идти. Я хочу побыть здесь один некоторое время». Сюэ Ин, естественно, не посмела перечить его желанию и поспешно удалилась. Едва она покинула утес, как из подножия утеса внезапно поднялась фигура, окутанная облаком черного тумана, и предстала прямо перед Сяо Цзиньханем. Отдав почтительный поклон, туманная фигура начала разговор с Сяо Цзиньханем посредством голосовой передачи. В конце разговора туманная фигура заключила: «Все приготовления с нашей стороны уже завершены, так что можете быть спокойны, мастер дворца». Выражение лица Сяо Цзиньханя осталось неизменным, он кивнул в ответ, а затем пренебрежительно взмахнул рукой, показывая туманной фигуре, чтобы она ушла. Туманная фигура тотчас же повиновалась, слетев обратно в долину, прежде чем раствориться в облаке черного дыма. Сяо Цзиньхань бросил взгляд на то место, где только что исчезла туманная фигура, и поджал губы, в его глазах мелькнул рассеянный взгляд. Именно в этот момент Сюэ Ин внезапно вернулась, и в ее глазах был намек на возбуждение. Сяо Цзиньхань сразу же заметил волнение в ее глазах и спросил: «Дворец Высшего Зенита найден, а Аоян Куйшань говорит, что он находится там, где они», — ответила Сюэ Ин, кивнув. «Пойдем», — распорядился Сяо Цзиньхань, и они тут же улетели вдаль. Почти полмесяца спустя. Ханьли мчался по небу на своем лазурном летающем корабле, а внизу простиралась мрачная и пустынная красная равнина, лишённая всякой жизни. Единственное, что менялось в этом монотонном окружении, были красные облака в небе, одни из которых были большими, а другие — маленькими. Несмотря на ветер, дующий над равниной, облака оставались совершенно неподвижными, представляя собой довольно своеобразное зрелище. Ханьли сидел на своем летающем корабле, держа нефритовый листок, прижатый к лбу. Нефритовый листок был картой, которую он нарисовал по памяти, основываясь на карте Луи Цин, и это, определенно, не была точная копия, но это было лучшее, что он мог сделать.
Он сверялся с картой, наблюдая за окружающей местностью, пытаясь определить их текущее местоположение, но, хотя он уже несколько дней искал, он все еще не мог определить местоположение этой красной равнины на карте. Его брови слегка нахмурились, когда он убрал нефритовый листок со лба. Какая разница, если мы не можем найти, где мы находимся? Это даже интереснее, если мы ничего не знаем. Зевнула Цзиньтун, лениво развалившись на палубе летающего корабля. Хань Ли не обратил на нее внимания, на его лице появилось задумчивое выражение. Хотя он достиг средней стадии Золотого Бессмертного, он не знал, какие опасности таятся в бессмертном поместье, поэтому не смел расслабляться. Поразмыслив некоторое время, он убрал нефритовый листок, а затем перевернул руку, достав багровую пластину коммуникационной формации, ту самую, которую ему дал Даос Хуянь. Хань Ли наложил на табличку формации серию печатей заклинаний, и духовные узоры на ее поверхности вспыхнули багровым светом, прежде чем собраться в миниатюрную багровую формацию. Хань Ли передал сообщение в табличку формации, и она продолжала мигать и вращаться, но ответа не последовало. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он убрал табличку формации. Отсутствие ответа могло быть связано с тем, что Даос Хуянь находился в особой среде, где нельзя было использовать табличку коммуникационной формации, или же это могло быть намеком на нечто гораздо более зловещее. Хань Ли задумался над этим вопросом, а затем отбросил эту мысль. Поскольку он не мог связаться с Даосом Хуянем, ему придется пока действовать самостоятельно. С его нынешним уровнем силы он должен быть в состоянии обеспечить самосохранение в подавляющем большинстве случаев. До закрытия бессмертного поместья оставалось еще довольно много времени, и это был первый раз, когда этот регион был обнаружен, поэтому там должно было оставаться еще много наград, которые можно было собрать. С этой мыслью Хань Ли сделал ручную печать, чтобы ускорить свой лазурный летающий корабль, но именно в этот момент вдали внезапно раздался оглушительный грохот, и вся область в радиусе 1000 километров слегка содрогнулась. Хань Ли немедленно повернулся в том направлении, откуда донесся звук, и там, вдали, появились бесчисленные ослепительные шары белого света, пролетающие над ландшафтом среди раскатов, напоминающих грохот бесчисленных конских копыт. Ци происхождения мира содрогнулась и забурлила, полосы духовного света пронеслись по воздуху, подняв порывы свирепого ветра, пронесшегося над небом и землей. Из этого направления исходил взрыв колоссального давления, и даже Хань Ли не мог не почувствовать легкое оцепенение, взмахнув рукавом, чтобы резко остановить свой лазурный летающий корабль. Именно в этот момент свет в далеком небе снова начал рябить, но на этот раз, вместо того, чтобы распространяться наружу, он сходился к определенной точке, и в мгновение ока все исчезло без следа. Бурлящая ци происхождения мира так же быстро утихла, как будто этого явления вообще никогда не было. В этот момент Цзиньтун уже вскочила на ноги и смотрела вдаль широко раскрытыми глазами. Это было такое масштабное явление. Может быть, появилось какое-то могущественное сокровище. «Давай пойдем посмотрим, Хань Ли», — настояла Цзиньтун. Хань Ли колебался, размышляя, это не похоже на появление сокровища. Свет, который мы видели только что, содержал много пространственной силы, так что это больше похоже на появление тайной области. Какая разница? Если мы не пойдем туда сейчас, кто-нибудь доберется туда раньше нас, сказала Цзиньтун взволнованным голосом. После некоторых колебаний Хань Ли кивнул в ответ. Давай пойдем посмотрим, но будь осторожна и не называй меня по имени перед другими. Хорошо. Пошли, дядя, ответила Цзиньтун с возбужденным выражением лица. Хань Ли потерял дар речи, услышав это, и покачал головой с обреченным выражением лица, прежде чем направить свой лазурный летающий корабль в том направлении. Тем временем шар белого света пролетал над багровым холмом. На шаре белого света стояла группа культиваторов Северного ледникового дворца бессмертных, среди которых были Сяо Цзиньхань и Сюэин. Внезапно выражение лица Сяо Цзиньханя слегка изменилось, и шар белого света резко остановился, когда он повернулся в определенном направлении. «Что случилось, мастер дворца?» — спросила Сюэин. «Я почувствовал волнение в этом направлении», — ответил Сяо Цзиньхань. Волнение Сюэин слегка озадачилась, услышав это. Она вообще ничего не почувствовала. На ее глазах возник слой белого света, когда она бросила взгляд в этом направлении, в то время как Сяо Цзиньхань покачал головой и сказал: «Волнение произошло слишком далеко отсюда, поэтому ты не смогла бы его почувствовать на своем уровне совершенствования. Кроме того, оно уже исчезло. Может быть, дворец высшего зенита, наконец, появился?» Предположила Сюэин, ее глаза загорелись. Все остальные немедленно повернулись к Сяо Цзиньханю, услышав это, в то время как сам Сяо Цзиньхань стоял на месте с нерешительным выражением лица. Хотя он почувствовал волнение, оно было слишком далеко, чтобы он мог ясно его различить.
Именно в этот момент на теле Сяо Цзиньханя вспыхнул белый свет. Он поднял бровь и указал пальцем вперед, на котором вспыхнул белый свет, вылетевший наружу, оказавшись табличкой коммуникационной формации. Табличка формации выпустила миниатюрную формацию, которая, в свою очередь, вызвала проекцию Аоян Куйшаня. «Мы нашли вход в дворец высшего зенита, мастер дворца», объявил Аоян Куйшань с восторженным выражением лица. Выражение лица Сяо Цзиньханя осталось неизменным, когда он спросил: «А где он? И как вы его обнаружили? Только что у входа произошло явление, и я случайно оказался поблизости. Вот местоположение». Аоян Куйшань взмахнул рукавом, выпуская вспышку света, которая превратилась в карту, на которой непрерывно пульсировала лазурная светящаяся точка. Сяо Цзиньхань взглянул на карту и обнаружил, что местоположение предполагаемого входа совпадает с направлением, откуда только что возникло волнение. «Хорошо, проследи, чтобы вход был под охраной, я сейчас же отправлюсь туда», — распорядился Сяо Цзиньхань. Явление уже утихло, но оно вызвало большой переполох, поэтому, пожалуйста, поторопитесь. В противном случае, если другие люди доберутся сюда первыми, мы не сможем сдержать их, настаивал Аоян Куйшань. Выражение лица Сяо Цзиньханя немного помрачнело, когда он ответил: «Я доберусь туда так быстро, как только смогу». С этими словами он завершил общение, и проекция Аоян Куйшаня мгновенно исчезла, в то время как Сяо Цзиньхань остался на месте, слегка нахмурив брови, будто обдумывая что-то. Глава 478. Врата дворца. Спустя некоторое время Сюй Ин не выдержала и вмешалась. Разве место, которое только что указал Аоян Куйшань, не находится в том же направлении, где только что возникло волнение? Наверняка это означает, что информация достоверна. Не стоит торопиться. Если это действительно вход в дворец высшего зенита, то он наверняка будет защищен ограничениями и стражами, так что, даже если другие доберутся туда раньше нас, они не смогут попасть во дворец в ближайшее время, ответил Сяо Цзиньхань, качая головой. Вы хотите сказать, что Аоян Куйшань лжет нам? Не может быть. Если бы у него хватило смелости солгать нам, то он бы не предал Байлияня, сказала Сюй Ин, и в ее глазах мелькнул оттенок презрения. Аоян Куйшаню нельзя полностью доверять, и всегда лучше перестраховаться, сказал Сяо Цзиньхань, указывая пальцем на табличку формации, на которой снова возникла та же коммуникационная формация. Формация несколько раз вспыхнула, после чего появилась проекция Луюэ. «Приветствую, мастер дворца. У вас есть ко мне какие-нибудь указания?» Почтительно поклонившись, спросил Луюэ. «Где ты сейчас находишься? Ты что-нибудь почувствовал только что?» Спросил Сяо Цзиньхань. «В настоящее время я нахожусь на юго-востоке относительно того места, где мы разделились, и я ничего не почувствовал», — ответил Луюэ. «Ясно. Продолжай поиски в этой области и немедленно доложи мне, если что-нибудь обнаружишь», — распорядился Сяо Цзиньхань. Луюэ кивнул в ответ, и общение было завершено. Сяо Цзиньхань сделал ручную печать и как раз собирался связаться с кем-то еще, как вдруг на его теле вспыхнул черный свет. Его лицо мгновенно изменилось, он взмахнул рукавом, и в его руке появилась черная пластина формации, излучающая кольца черного света. В черном свете стояла нечеткая черная фигура. Это был тот самый человек, с которым он разговаривал на вершине утеса в прошлый раз. Мастер дворца Сяо, вход в дворец высшего зенита уже появился. Фэн Тяньга уже обнаружил его и направляется туда прямо сейчас. Все уже подготовлено в соответствии с нашим планом, заявила черная фигура. В глазах Сяо Цзиньханя, услышавшего это, мелькнул намек на ликование, но он сохранил хладнокровие и спросил, где вход. Черная фигура взмахнула рукавом, выпуская вспышку черного света, которая вызвала карту, на которой было отмечено место, практически идентичное тому, которое ранее указал Аоян Куйшань. «Хорошо, я сейчас же отправлюсь туда», — немедленно сказал Сяо Цзиньхань, и общение было завершено. «Выдвигаемся». Распорядился Сяо Цзиньхань, шар белого света продолжил движение, а Сюй Ин также наложила на шар белого света печать заклинания, чтобы еще больше ускорить его. Культиваторы Дворца Бессмертных летели некоторое время, как вдруг справа от них появилась вспышка синего света, которая быстро приближалась к ним, достигнув их в мгновение ока. Брови Сюй Ин слегка нахмурились, когда шар белого света остановился по ее велению, и она уже собиралась крикнуть приближающейся вспышке синего света, но Сяо Цзиньхань жестом велел ей молчать. Синий свет впереди потускнел, открыв группу культиваторов Дворца Небесного Потока, возглавляемую никем иным, как великим хозяином дворца Ло Цинхайм. Какое совпадение, мастер дворца Сяо. Выглядит так, будто вы куда-то спешите. Можно узнать, куда вы направляетесь? Спросил Ло Цинхай, сложив кулак в приветствии Сяо Цзиньханю и остальным.
«Чем я могу вам помочь, великий хозяин дворца Ло?» Равнодушно спросил Сяо Цзиньхань. Я обнаружил впереди комплекс руин, но внутри есть ограничения, которые оказалось довольно трудно сломать. Мы уже несколько дней безуспешно пытаемся это сделать и предполагаем, что внутри должно быть какое-то ценное сокровище. Не хотели бы вы пойти и взглянуть вместе с нами, мастер дворца Сяо? С улыбкой спросил Ло Цинхай. Где находятся эти руины? Спросил Сяо Цзиньхань. Недалеко отсюда, всего в полудне пути, ответил Ло Цинхай, указывая в том направлении, откуда он пришел. Сяо Цзиньхань бросил взгляд в том направлении и обнаружил, что это именно то направление, где находился вход в дворец высшего зенита. Судя по моим наблюдениям, под ограничением находится древняя гробница. Я не знаю, кто там похоронен, но это, определенно, очень важная личность, сказал Ло Цинхай, вытаскивая синий нефритовый талисман. По его велению нефритовый талисман выпустил вспышку ярко-синего света, который превратился в водяное зеркало, изображающее обширную пустыню, наполненную завывающим ветром и кружащимся песком. На изображении также был массивный желтый яйцевидный световой барьер, довольно мутный и нечеткий, скрывающий то, что находится под ним. Сквозь световой барьер можно было разглядеть только очертания гигантской гробницы, которая напоминала гигантского зверя, отдыхающего на земле. Похоже, вы наткнулись на настоящую удачу, великий хозяин дворца Ло, но разве вы не предпочли бы, чтобы ваш дворец Небесного потока присвоил это место себе? Почему вы приглашаете меня? Спросил Сяо Цзиньхань. Я же вам только что сказал. Ограничение за пределами гробницы чрезвычайно грозное, и все мы несколько дней подряд без остановки атакуем его, не добившись никакого прогресса. Если мы будем медлить и дальше, на месте происшествия, скорее всего, начнут появляться другие силы. Вот почему я приглашаю вас прийти и помочь нам сломать ограничения, и мы разделим сокровища внутри поровну между нашими двумя сектами. Что вы скажете? Спросил Ло Цинхай, и на его лице появилось серьезное выражение. Если это ограничение, которое даже вы не можете открыть, то оно, скорее всего, не по силам и мне, отказался Сяо Цзиньхань, качая головой. Не волнуйтесь, мастер дворца Сяо. Хотя мы не смогли сломать ограничение, мне удалось найти способ сделать это, но для этого требуется, чтобы 6 золотых бессмертных работали вместе одновременно. Вот почему я приглашаю вас пойти с нами, с улыбкой ответил Ло Цинхай. Сяо Цзиньхань мгновение обдумывал предложение, а затем повернулся к Сюй Ин и сказал: «В вашем дворце Небесного потока уже есть 5 золотых бессмертных, так что вам нужен еще только один. Сюй Ин, возьми всех остальных и отправляйтесь к руинам вместе с великим хозяином дворца Ло». Услышав это, лицо Сюй Ин слегка изменилось, и она поспешно сказала Сяо Цзиньханю посредством голосовой передачи: «Но мастер дворца, что, если это ловушка? Не волнуйся, я знаю, что делаю», — вмешался Сяо Цзиньхань, и Сюй Ин, услышав это, замолчала. «Заместитель мастера дворца Сюй Ин также подойдет для этой задачи», — сказал Ло Цинхай. «Время дорого, так что давайте отправляться немедленно, заместитель мастера дворца Сюй». Сразу же после этого он взмахнул рукавом, выпуская вспышку синего света, которая подхватила всех культиваторов Дворца Небесного потока, прежде чем улететь вдаль. «Тогда я пойду, мастер дворца», — сказала Сюй Ин Сяо Цзиньханю, а затем перевернула руку, создав летающую лодку в форме птицы, на которую могли сесть все культиваторы Дворца Бессмертных. «Обязательно помогите великому хозяину дворца Ло, чем сможете», — распорядился Сяо Цзиньхань, сделав особый упор на слове «помогите». Сюй Ин кивнула в ответ, затем сделала ручную печать, и летающая лодка немедленно отправилась в путь, исчезнув вдали в мгновение ока. Сяо Цзиньхань наблюдал, как обе группы удаляются вдаль, и только после того, как все они полностью скрылись из виду, он продолжил путь, превратившись в полосу белого света. Несколько дней спустя издалека прибыла полоса белого света, которая затем потускнела, открыв Сяо Цзиньханя в небе над гигантским каньоном. Его руки были сцеплены за спиной, а одеяния громко развивались на ветру, пока он осматривал окрестности. Место, на которое указали как Ауян Куйшань, так и теневая фигура, находилось недалеко от этого места. Спустя некоторое время его глаза внезапно загорелись, и он метнулся вперед, как молния, бесшумно полетев в определенном направлении в каньоне. У подножия каньона находилась гигантская прямоугольная каменная стена белого цвета размером в несколько километров. Ее поверхность была невероятно гладкой, и она казалась грозными вратами. На каменную стену слева направо была выгравирована сцена, невероятно яркая и реалистичная. За каменной стеной находился толстый белый световой барьер, который непрерывно вспыхивал, и перед каменной стеной собралось много людей, разделенных на 4 разные фракции. Самую большую группу составляли культиваторы секты Падающей Зари, присутствовали почти все культиваторы секты Падающей Зари, вошедшие в бессмертное поместье.
Не хватало только пары культиваторов стадии истинных бессмертных, которые, по-видимому, погибли где-то еще. Недалеко от культиваторов секты падающей зари стояла группа существ темного юга, но из их 4 золотых бессмертных присутствовали только старик и старуха, а 2 других отсутствовали. Что касается их истинных бессмертных культиваторов, то присутствовало только около половины, и было неясно, погибла ли другая половина или еще в пути. Второй по численности группой были Ауян Куйшань и 2 других даоса, до пылающего дракона, а последняя группа состояла всего из 2 человек, а именно мужчины и женщины. Если бы Хань Ли был здесь, он бы сразу узнал в них даоса Хуяня Юнни. Именно в этот момент в небе среди вспышки золотого света появилась фигура. Вновь прибывший ничего не сказал, и от его тела вообще не исходило никакой ауры, но все присутствующие почувствовали давление в его присутствии. Это был никто иной, как Сяо Цзиньхань. Его прибытие было встречено с разной степенью тревоги, за исключением троицы Ауян Куйшаня, которые немедленно подошли к нему с радостными лицами. «Мы приветствуем уважаемого мастера дворца, хорошая работа. Вы 3 будете вознаграждены, как только мы покинем бессмертное поместье», — сказал Сяо Цзиньхань. «Благодарим вас, мастер дворца». Хором ответила троица Ауян Куйшаня. Затем взгляд Сяо Цзиньханя скользнул по существам темного юга и дуэту даоса Хуяня Юнни, и его брови слегка нахмурились. Эти люди, скорее всего, тоже были неподалеку и прибыли вскоре после того, как здешнее явление утихло, поспешно объяснил Ауян Куйшань посредством голосовой передачи, увидев выражение лица Сяо Цзиньханя. Сяо Цзиньхань слегка кивнул и ничего не ответил. «Добро пожаловать, мастер дворца Сяо. Я не ожидал, что вы так скоро доберетесь сюда. Почему вы здесь один? Где остальные собратья даосы из Дворца Бессмертных?» — спросил Фэн Тяньду. Глава 479. Наблюдение из тени. Остальные заняты другими делами. «Это не ваше дело, товарищ Даос Фэн», — ответил Сяо Цзиньхань безразличным голосом. «Я не хотел совать нос ни в свои дела. Просто обычно вы всегда окружены своими подчиненными, поэтому довольно странно видеть вас одного», — сказал Фэн Тяньду. «По правде говоря, я предпочитаю быть один. Иногда, когда вокруг меньше обуз и препятствий, легче делать то, что нужно, без лишних колебаний. Разве вы не согласны, товарищ Даос Фэн?» — спросил Сяо Цзиньхань. «Я не такой свободолюбивый, как вы, товарищ Даос Сяо. Я все еще думаю, что, когда вокруг много людей, все становится проще», — ответил Фэн Тяньду с улыбкой. «Похоже, у вас численное превосходство над всеми остальными. Вы уже решили объявить этот дворец высшего зенита территорией вашей секты падающей зари, товарищ Даос Фэн?» — спросил Сяо Цзиньхань, приподняв бровь. «Конечно, нет, мастер дворца Сяо. Никто не имеет права претендовать на владение дворцом высшего зенита, и любой может входить и выходить из дворца, как ему заблагорассудится. В особенности сейчас, когда вы здесь, я чувствую себя намного спокойнее», — ответил Фэн Тяньду, покачав головой. На лице Сяо Цзиньханя появилась слабая улыбка, он бросил взгляд на людей за спиной Фэн Тяньду, а затем внезапно повернулся к белой каменной стене и поднял руку. Из ладони вылетела полоса белого света, превратившись в полупрозрачную стрелу, которая с громким треском ударилась о световой барьер. Стрела мгновенно разлетелась на куски, в то время как световой барьер лишь на мгновение вспыхнул, после чего тут же вернулся в нормальное состояние. «Какое прочное ограничение!» — воскликнул Сяо Цзиньхань, и в его глазах мелькнул мрачный взгляд. Культиваторы секты падающей зари уже пытались прорвать это ограничение с помощью своей коллективной силы, но им не удалось добиться никакого прогресса, поэтому, похоже, разрушить это ограничение определенно будет нелегкой задачей, сообщил Ауян Куйшань посредством голосовой передачи. Сяо Цзиньхань, услышав это, слегка кивнул. «Тем не менее, нет необходимости чрезмерно беспокоиться, мастер дворца», — продолжил Ауян Куйшань. Белый световой барьер над этой каменной стеной раньше был вдвое толще, чем сейчас, но, по какой-то причине, он постоянно истончается. Я уверен, что эта тенденция сохранится, и, возможно, ограничение в конце концов даже исчезнет совсем. Когда это произойдет, мы сможем легко его обойти. «А неужели это правда?» — спросил Сяо Цзиньхань, и его выражение лица слегка изменилось. «Я не посмел бы солгать вам, мастер дворца. Если вы мне не верите, просто понаблюдайте за ограничением некоторое время и убедитесь сами», — поспешно ответил Ауян Куйшань. Сяо Цзиньхань, услышав это, долго смотрел на Ауян Куйшаня, а тот поспешно опустил голову и отвел взгляд. Не имея лучшего плана действий на данный момент, Сяо Цзиньхань направился к большому валуну, стоявшему в стороне, сел на него и закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Фэн Тяньду бросил короткий взгляд на Сяо Цзиньханя,
а затем тоже отвел взгляд, в то время как остальные культиваторы секты Падающей Зари, стоявшие за ним, обменялись несколькими взглядами, а затем сели, скрестив ноги. Все остальные присутствующие быстро последовали их примеру, и на всем пространстве воцарилась напряженная тишина. Время медленно шло, и вскоре прошел почти час. Ся Цзиньхань бросил короткий взгляд на белый световой барьер и обнаружил, что он действительно стал немного тоньше, чем раньше. Тем временем, в укромной пещере, расположенной далеко от долины, Хань Ли и Цзинь Тун неподвижно стояли рядом друг с другом. Они использовали некую секретную технику, чтобы полностью скрыть свои ауры, поэтому, даже если бы кто-то просканировал их своим духовным чутьем, казалось бы, что их там нет. Через щель между двумя большими валунами Хань Ли наблюдал за всеми на расстоянии, и в его глазах вспыхивал синий свет. Он был довольно близко к каменной стене, когда произошло явление, поэтому на самом деле добрался сюда лишь немного позже Ауян Куйшаня и других. Однако, как только он заметил троицу Ауян Куйшаня, он немедленно спрятал себя и Цзинь Тун, используя секретную технику. На место происшествия прибывает все больше и больше людей. Судя по тому, что они говорили ранее, это место является входом в так называемый дворец высшего зенита. Что это за место и почему оно привлекает к себе столько внимания со стороны таких людей, как Ся Цзиньхань и Фэн Тяньду? Может быть, кроме того, присутствовали Даос Хуянь и Юнни, и это его очень обрадовало. Даос Хуянь был для него кем-то средним между другом и учителем, и Хань Ли все это время очень беспокоился о нем, поэтому было очень приятно видеть его здесь в целости и сохранности. Цзинь Тун стояла рядом с ним со скучающим видом и внезапно засунула что-то в рот, прежде чем начать жевать. Звук, который при этом раздался, был не очень громким, но Хань Ли очень испугался, и он поспешно предупредил ее голосовой передачей: «Тише. У нас будут проблемы, если эти люди нас обнаружат». К счастью, секретная техника, используемая Хань Ли, скрывала как звуки, так и ауры, и они находились довольно далеко от Ся Цзиньханя и других. Кроме того, все внимание было сосредоточено на каменной стене, поэтому никто не заметил Хань Ли и Цзинь Тун. «Прятаться здесь так скучно, дядя. Как долго нам еще прятаться?» Пожаловалась Цзинь Тун голосовой передачей, недовольно надув губы. «Наберись терпения», — ответил Хань Ли. «Эти люди — твои враги?» — спросила Цзинь Тун, слегка нахмурив брови. «Некоторые из них», — ответил Хань Ли уклончиво. «Кто именно?» — спросила Цзинь Тун, готовясь броситься навстречу врагам. Хань Ли поспешно схватил Цзинь Тун за руку и сказал: «Подожди. Их слишком много, а нас всего двое, поэтому в прямом бою у нас будут невыгодные условия. Более того, очевидно, что все они также плетут интриги друг против друга, так что, возможно, они начнут драться еще до того, как ограничение будет разрушено». «Ты прав», — воскликнула Цзинь Тун, и в ее глазах мелькнул огонек возбуждения. «Если они не начнут драться между собой, то мы подождем, пока они не разойдутся, и будем выслеживать их одного за другим». «Разве я не умна, ты гений, Цзинь Тун», — похвалил Хань Ли, поглаживая Цзинь Тун по голове. «Ладно. В таком случае я подожду еще немного», — сказала Цзинь Тун, садясь и кладя голову на сложенные руки. Хань Ли внутренне вздохнул с облегчением и продолжил наблюдение. Прошло еще несколько часов, и Цзинь Тун уже заснула. К этому моменту от светового барьера над каменной стеной остался лишь тонкий слой, и за это время не прибыло ни одного человека. Более того, все, включая Ся Цзиньханя и Фэн Тяньду, уже поднялись на ноги и пристально смотрели на белую каменную стену. Световой барьер на каменной стене все еще медленно становился все тоньше и тоньше, и все, с напряженными лицами, уже направляли свою бессмертную духовную силу, готовясь нанести удар, как только световой барьер достигнет своего самого хрупкого состояния. В то же время они также следили друг за другом. Ограничение уже стало очень тонким, старший брат. Если мы все вместе атакуем его, то должны суметь прорваться. Может быть, нам стоит нанести удар сейчас? Спросил Цитянься голосовой передачей. Давай подождем еще немного, пока ограничение не ослабнет до предела. В конце концов, помимо этого ограничения, нам нужно беспокоиться еще и о Ся Цзиньхане, ответил Фэн Тяньду. Ты прав, старший брат, сказал Цитянься, кивнув. В далекой пещере Хань Ли тоже пристально смотрел на каменную стену, и в его глазах вспыхивал синий свет. Именно в этот момент белый световой барьер, который стал тонким, как лист бумаги, внезапно мигнул, и на его поверхности появились бесчисленные тонкие белые нити света, когда он резко начал снова утолщаться. Выражение лиц всех присутствующих мгновенно резко изменилось, и они все вместе нанесли удар. Взмахнув рукавом, Ся Цзиньхань выпустил полосу пронзительного белого света, в которой, казалось, находился острый шип.
Это было бессмертное сокровище, на поверхности которого сверкали белые молнии, издавая громкий треск и громоподобный гул, когда оно злобно вонзалось в белый световой барьер. Троица Ауян Куйшаня также пришла в движение, и каждый из них призвал золотой летающий меч, на рукояти которого красовалась звериная голова, похожая на драконью, но в то же время немного отличающаяся. На одной стороне лезвия меча был выгравирован пейзаж, а на другой — бескрайнее звездное небо. 3 летающих меча были расположены в форме треугольника, и они излучали ослепительный меч-свет, устремляясь к белому световому барьеру. В то же время 2 пожилых золотых бессмертных из расы Темного Юга направили свои золотые посохи вперед, и из посохов хлынул сияющий золотой свет, который в мгновение ока превратился в пару золотых драконов. Оба дракона сияли ослепительно, словно были выкованы из чистого золота, и излучали непостижимо острую ауру, пикируя на белый световой барьер. Даос Хуянь и Юнь не также призвали свои бессмертные сокровища, а именно багровый летающий меч и синее летающее колесо. Несмотря на то, что они не были бессмертными сокровищами особо высокого калибра, они также полетели к световому барьеру с грозной силой. Однако, из всех присутствующих самым грозным был коллективный штурм, обрушившийся от культиваторов секты Падающей Зари. В этот момент все культиваторы секты Падающей Зари собрались в свободный круг, но в том, как они были расположены, была своя система, и казалось, что они образовали построение. Все они начали светиться сияющим черным светом, который сходился, образуя серию толстых лучей черного света, соединяющихся друг с другом, прежде чем хлынуть в тело Фэн Тяньду. В результате Фэн Тяньду заметно увеличился в размерах, а его кожа вздулась, когда на его теле появились бесчисленные толстые зеленые вены, извивающиеся и корчащиеся, как черви. Аура, которую он излучал, мгновенно резко возросла, полностью превзойдя ауру всех остальных присутствующих, и даже выражение лица Сяо Цзиньханя слегка изменилось, когда он это почувствовал. Сразу же после этого он сделал глубокий вдох и начал быстро произносить заклинание, и его тело претерпело разительные перемены, став иссохшим и желтым, и превратившись в мгновение ока в подобие высохшего трупа. Изнутри его тела раздалась серия громких лязгов, после чего из-под его одежд вырвалась серия толстых черных цепей, числом в несколько десятков, раскачиваясь из стороны в сторону вокруг него, словно масса щупалец. Каждая цепь была усеяна бесчисленными крошечными черными рунами, которые непрерывно вспыхивали и излучали грозные колебания силы закона. Зрачки Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это издалека. Несмотря на то, что они находились довольно далеко друг от друга, он отчетливо ощущал, что аура, излучаемая черными цепями, призванными Фэн Тяньду, была идентична ауре 2 цепей законов, разделяющих источник, находящихся в его распоряжении. Учитывая это, Хань Ли немедленно понял, кем был Фэн Тяньду. Глава 480. Застигнутые врасплох. Перед белой каменной стеной. Фэн Тяньду закрыл глаза, сложив руки в печати, и все цепи в воздухе вокруг него вздрогнули в унисон, а затем выстрелили вперед, превратившись в бесчисленные черные линии, устремляясь к белому световому барьеру, словно дождь. Раздалась серия громких ударов, следующих друг за другом, когда на поверхности белого светового барьера появились черные пятна света, заставляя его непрерывно рябить. В этот момент все остальные присутствующие совершенствующие также пришли в движение, обрушивая на световой барьер свои собственные атаки. Когда так много истинных бессмертных и золотых бессмертных объединили свои силы, получившийся штурм был столь же свирепым, сколь и впечатляющим, и белый световой барьер яростно скручивался и деформировался, когда бесчисленные руны хлынули из его поверхности. Внезапно раздался оглушительный грохот, и весь каньон задрожал и закачался. На земле и на склонах гор появились бесчисленные большие трещины, переплетающиеся друг с другом, словно паутина. Перед лицом стольких грозных атак световой барьер с трудом удерживался, и на его поверхности стали появляться трещины. Естественно, это было очень обнадеживающим зрелищем для всех, и они удвоили свои усилия для последнего рывка. Наконец, все руны на поверхности белого светового барьера взорвались, а вслед за ними взорвался и сам световой барьер, и белая каменная стена под ним, наконец, обнажилась. Глаза Фэн Тяньду распахнулись, и на его лице появилось выражение ликования. Он сложил руки в печать, тихо произнося заклинание, и все черные цепи вокруг него мгновенно исчезли, вернувшись в его тело, а сразу же после этого он сделал большой шаг вперед. Но как раз в тот момент, когда он собирался что-то сказать, неожиданно произошел резкий поворот событий. Ци Тянься и 3 других золотых бессмертных, находившихся рядом с ним, без предупреждения нанесли удар, одновременно подняв руки. Раздался хор громких лязгов, когда в рукавах 4 золотых бессмертных вспыхнул яркий золотой свет, и 4 золотые цепи с бесчисленными рунами, хлынувшими по всей их поверхности, выстрелили вперед, прежде чем обвить конечности Фэн Тяньду.
Каждая цепь излучала яркий золотой свет, наполненный золотыми рунами, и они также излучали грозные силы ограничивающего закона. Выражение лица Фэн Тяньду резко изменилось, когда на его теле внезапно появился слой черного света, мгновенно образовав защитный барьер из черного света. Почти в тот же момент, когда черный световой барьер сформировался, прибыли 4 золотые цепи и обвили его. Как только они соприкоснулись друг с другом, золотые руны на поверхности цепей мгновенно загорелись в унисон, и они с легкостью прорезали черный световой барьер, словно горячий нож сквозь масло, прежде чем со скоростью молнии связать Фэн Тяньду. Из 4 цепей вырвались дуги золотых молний, ударив по Фэн Тяньду, в результате чего из его тела поднялись клубы белого дыма. Фэн Тяньду издал приглушенный стон, и черный световой барьер вокруг него мгновенно разрушился, к большому ликованию 4 золотых бессмертных секты падающей зари, которые начали скандировать коллективное заклинание, после чего 4 золотые цепи переплелись, образовав квадратную золотую клетку, в центре которой оказался пойманный в ловушку Фэн Тяньду. Из золотой клетки хлынул поток невероятно грозной ограничивающей силы, заставляя окружающий воздух яростно рябить, и даже окружающая ци происхождения мира полностью замерла. Все это произошло в мгновение ока, и все были застигнуты врасплох, глядя на происходящее с ошеломленным выражением лица, даже временно забыв о белой каменной стене. Хань Ли, наблюдавший за происходящим издалека, тоже был немало удивлен. Глядя на 4 золотые цепи, он немедленно вспомнил о 8 цепях, которые Аоян Куйшань и другие лорды использовали против Баилияня много лет назад. Несмотря на то, что на этот раз было всего 4 цепи, они были в несколько раз толще, чем 8 цепей в прошлый раз, и аура, излучаемая этой золотой клеткой, также была более грозной. Что все это значит? Взревел Фэн Тяньду, изо всех сил пытаясь вырваться, и на его теле появился слой черного света, который был мгновенно подавлен огромной ограничивающей силой золотой клетки, в результате чего его грозная сила совершенствования стала совершенно бесполезной. «Прошу прощения, старший брат, но ты сам навлек это на себя, так что некого винить, кроме себя. Наш мастер передал мне должность главы секты, но ты не проявил ко мне никакого уважения, силой захватив власть в секте и присвоив все ее ресурсы. Ты зашел слишком далеко, и пришло время кому-то остановить тебя», заявил Цитянься холодным голосом, складывая руки в печать, и на золотой клетке появились новые толстые дуги золотых молний, прежде чем превратиться в 7 толстых золотых гвоздей. Каждый гвоздь был около 30 сантиметров длиной, с бесчисленными рунами золотых молний на поверхности, и они излучали поразительные флуктуации силы закона молнии, злобно вонзаясь в лоб, грудь, нижнюю часть живота и другие жизненно важные области Фэн Тяньду. Фэн Тяньду издал еще один приглушенный стон, и из уголка его губ потекла кровь. Из 7 золотых гвоздей вырвались дуги золотых молний, которые быстро потекли по телу Фэн Тяньду, непрерывно потрескивая. На его коже мгновенно появились раны, из которых хлынула кровь, а его аура значительно уменьшилась. Глаза Фэн Тяньду слегка сузились, он сердито фыркнул, сжал руки в кулаки и начал быстро произносить заклинание. На его теле мгновенно вспыхнул черный свет, и все его тело стало черным, а из мест, пронзенных золотыми гвоздями, хлынули потоки черных рун. В то же время внутри его тела раздался шорох, и 7 цепей задрожали, прежде чем медленно потянуться назад, как будто их что-то выталкивало. Увидев это, выражение лица Цитянься слегка изменилось, но прежде чем он успел что-либо сделать, из тела Фэн Тяньду вырвалось около дюжины черных цепей, которые обвили окружающую золотую клетку. Из черных цепей хлынул черный, как смоль, свет, быстро окрашивая золотую клетку в черный цвет, в то время как золотые цепи вокруг Фэн Тяньду начали быстро тускнеть, демонстрируя признаки ослабления. Увидев это, Цитянься сильно встревожился и поспешно попытался укрепить золотые цепи, но безуспешно. В мгновение половина золотой клетки уже была окрашена в черный цвет. Именно в этот момент за спиной Фэн Тяньду, без всякого предупреждения, появилась белая фигура, и это был никто иной, как Сяо Цзиньхань. Взмахнув запястьем, он выпустил из рукава белую тень, которая со скоростью молнии вонзилась прямо в горло Фэн Тяньду. Это был полупрозрачный длинный меч, излучающий грозную ледяную ци, и Цитянься, и остальные просто продолжили заниматься своими делами, никак не реагируя на внезапное вмешательство Сяо Цзиньханя. Зрачки Фэн Тяньду слегка сузились, он открыл рот и выпустил полосу желтого света, которая оказалась щитом в форме панциря желтой черепахи. Щит был покрыт замысловатыми узорами, и, судя по грозным колебаниям силы закона Земли, которые он излучал, это было явно мощное бессмертное сокровище. Желтый щит мгновенно увеличился в несколько раз, заградив его, и белый длинный меч с оглушительным лязгом ударился о желтый щит. Последний был отброшен назад силой удара, но в конечном итоге ему удалось сдержать длинный меч. «Цитянься, как ты смеешь вступать в сговор с Сяо Цзиньханем?» — взревел Фэн Тяньду яростным голосом.
В далекой пещере Хань Ли продолжал молча наблюдать за происходящим, но в его глазах появился холодный взгляд, когда он посмотрел на Ся Цзиньханя. Было ясно, что он применил ту же тактику, которую использовал, чтобы уничтожить до пылающего дракона, посеяв раздор среди совершенствующихся секты падающей зари. Если Фэн Тяньду также будет уничтожен, то из 3 главных сект Северного ледникового региона бессмертных останется только Дворец Небесного потока. Он будет совершенно бессилен противостоять Северному ледниковому дворцу бессмертных в одиночку, и вскоре весь регион бессмертных окажется под контролем Дворца бессмертных. Цзиньтун разбудил шум, и она подбежала к Хань Ли, радостно хлопнув в ладоши, и крикнула, а они действительно начали драться. «Ты был прав, дядя. Нам наносить удар сейчас, давай подождем еще немного». «Самое интересное еще впереди», — сказал Хань Ли. Вдали, увидев происходящее, выражение лиц существ из темного юга слегка изменилось, как и выражение лиц даоса Хуяня и Юнни. Однако, прежде чем они успели что-либо предпринять, перед ними внезапно появилась троица Аоян Куйшаня, преградив им путь. Аоян Куйшань посмотрел на существ из темного юга и дуэт даоса Хуяня и заявил угрожающим тоном: «Это не касается никого из вас, товарищи даосы, так что, пожалуйста, не вмешивайтесь». Услышав это, даос Хуянь и остальные обменялись несколькими взглядами и решили подчиниться. Ся Цзиньхань, увидев это краем глаза, почувствовал облегчение и сложил руки в печать, в результате чего из его белого длинного меча вырвался поток белого тумана с бесчисленными рунами, танцующими внутри, который в мгновение окутал желтый щит. Желтый щит ярко вспыхнул желтым светом, и он уже собирался что-то выпустить, как вдруг из облака белого тумана хлынул поток флуктуаций силы закона, замедляющий высвобождение желтого света. Сразу же после этого появился кусок белого льда размером с мельничное колесо, представляя собой довольно впечатляющее зрелище. Желтый щит был полностью заключен в глыбу льда, и все флуктуации силы закона, которые он излучал, были запечатаны. Затем глыба льда с громким треском упала на землю, а Хань Ли наблюдал за происходящим издалека с оттенком восхищения в глазах. Подумать только, что его законы льда были развиты до такой степени, что способны даже замораживать другие силы закона. Как и ожидалось от мастера Дворца Бессмертных. Друзья, эти главы, когда шахматные фигуры не подозревают, что ими играют. Ян Куйшань намеренно сливает информацию о входе во дворец, не из щедрости, а чтобы замутить воду и чужими руками раздробить силы Дворца Бессмертных. Идеальная среда для тех, кто плетет долгие интриги. Сяо Цзяньхань использует этот хаос мастерски, заранее разлагает секту падающей зари через теневых агентов, а главную помощницу под благовидным предлогом отсылает прочь. Кажется глупостью лишить себя мощной поддержки перед решающей схваткой, но логика железная. Союзники в момент дележа добычи всегда становятся конкурентами. Изоляция эффективнее коллективной силы. Как только истончается белый световой барьер, план срабатывает идеально. Лидера секты падающей зари Фэн Тяньду атакуют не враги, собственные старейшины сковывают его золотыми цепями. И в этот момент из ниоткуда появляется Сяо Цзяньхань с белым мечом, замораживающим сами законы магии в зоне удара. Колоссальная сила Фэн Тяньду обнуляется мгновенно. Хань Ли с Циньтуном все это время затаились в тени, как паук-землекоп, не от страха, а в холодном активном выжидании, используя чужой хаос как щит, позволить титанам утомить друг друга, а потом выйти в нужную долю секунды. Что дальше? Момент для Хань Ли уже почти наступил, но не является ли его безупречная скрытность частью чьего-то еще более глубокого плана? Готовлю продолжение.